Друзья, сегодня поговорим на такие темы. Правильно оформить недвижимость в Испании. Подтверждение уровня дохода для получения ВНЖ. Получить ВНЖ в Испании без права на работу. Получение ВНЖ при судимости. Сезонные работы в Испании. Всем привет, меня зовут Алекс, вы на канале «Кому что в Испании». На этом канале вы задаете вопросы специалистам, испанским специалистам, которые выучились в испанских университетах, которые говорят по-русски или иногда не говорят. Сегодня, например, на ваши вопросы, юридические вопросы, отвечает адвокат из города Аликанте Марьяно Виноградов. Марьяно, добрый вечер. Добрый вечер. Вот такой вопрос Алекс Овсиенко задает. Привет, Марьяно мне неоднократно помогал. Помогает и сейчас, за что ему благодарен. И всем рекомендую. Вопрос на повестку дня. Недвижимость была изначально оформлена на двоих людей. Но спустя время один отказывается в пользу другого. Как переписать на одного владельца и исключить второго с наименьшими затратами? Если это между супругами, там можно обойти оплата налога. Но если ты хочешь разделить имущество между другие семейные члены, тогда придется узнать, чем выгодно. Если это делать дарение или купля-продажа. Обычно дарение будете платить меньше налог, дешевле, да. Угу. Но надо обратиться к эксперту или адвокату, и чтобы он почитал, что выгоднее для вас, и как лучше это делать. То есть, потому что зависит от имущества и закон, зависит А дарение, например, если вот дарение происходит, мать сыну дарит, да, либо чужие люди друг другу дарят. Это играет? Конечно, играет роль. Поэтому где-то родственные связи. Родственные связи это важно. Важно, потому что получает там скидки большие. Большие. Ну так если будет у вас конкретный какой-то вопрос, уже тогда в описании будет ссылка, с Марьяно свяжетесь и ему лично с ним поговорите, зададите этот вопрос, всю информацию ему предоставите. Привет, друзья! Сегодня сделаем обзор вот этой квартиры в Бенидорме на Коста-Бланка. Это владелец нам сейчас расскажет, покажет все прелести, а я скажу свое мнение, что мне нравится, как обычно, что и не нравится. Значит, 15 этаж, район... ¿Cómo se llama esta zona? Rincón de Lois. Ринкон де Льос. 15 этаж, Торре Лугано здание, это небоскреб. Сейчас, в общем, слушаем, я все перевожу. Venga, enséñanos. Este edificio es en altura el tercero más alto de todo Benidorm. Это здание третье по величине, по высоте в Бенидорме. Ha recibido varios premios de arquitectura y tiene una construcción que está específicamente diseñado. Aquí mejor. Несколько премий это здание получило архитекторы. Получили за это здание несколько премий. Y está específicamente diseñado contra movimientos sísmicos. Claro, es lógico. Eso es. То есть понятно, здесь здание. ¿Cuántas plantas tiene? 42. 42 этажа это здание имеет. Но, естественно, он говорит, что это здание спроектировано там со всякими последними технологиями сейсмическими против землетрясений. Altura máxima creo que está alrededor, la altura está alrededor de 150 metros. 150. Estoy hablando de cabeza. 150 метров высота здания приблизительно. Esto es. И это еще считая, что это здание находится на горе,
по sравнению с самим Benidorm, que estoy diciendo que este edificio más que 150 metros está en un poco de montaña, está empezando de montaña. Sí, hay que sumarle 6 plantas más en altura, porque las plazas de garaje, el parking, está 6 plantas por encima de la cota cero. 6 этажей это только паркинг. Por lo в этом tanto, здании. la planta То есть- 15 equivale a una 21. То есть мы находимся на 15 этаже, но реально, в реальности это плюс 6 этажей, то есть на 23 этаже мы находимся. Con la altura de la sierra. Estamos en la ladera de Sierra Helada, que es como se llama todo lo que es la zona esta de montaña. То есть, ну и плюс вот эта Сьерра Элада, это гора Сьерра Элада называется. И вот она здесь находится, здесь вот находится крест, вот этот, всякие горы, вот эти бенидормовские находятся. José Ramón, его зовут José Ramón. ¿Vivías aquí tú, en este piso, o alquilabas? Se compró como inversión, Ага. las cosas fueron mal y ya pues nos lo quedamos. Это как инвестиции. Купили как инвестиции, и вот сейчас начались такие вот времена, экономически не очень выгодные, поэтому собирается продавать. Bien es verdad que yo lo escogí para mí, para cuando me jubilara. Это для пенсии. Он говорит, я вот покупал вообще, планирую, ну как инвестиции, и тоже для того, чтобы жить самому, когда он выйдет на пенсию. Pero dadas las circunstancias, pues bueno, de momento la jubilación está lejos. ¿Cuánto? ¿De lejos la jubilación? Sí. Pues Ahora creo que... mínimo 6 años. Sí. 6 años ¿Dónde para trabajas? jubilarme. Bueno, teníamos una empresa de insonorización. Инсолидизация. Ajá. Изоляция, он говорит, он владеет фирма у него по изоляции, шумоизоляции. Era insonorización industrial, hacemos servicio para Mercadona. Они в основном работают с Меркадона, это сеть супермаркетов. Влад задает. Добрый день, спасибо за полезное видео и за квалифицированных гостей для интервью. У меня следующий вопрос. Для подтверждения нужного уровня дохода достаточно ли предоставить иммиграционной службе банковскую выписку с указанными в ней приходящими средствами? Или нужны еще какие-то дополнительные подтверждения источника дохода, наподобие страховки, справки, наподобие справки с работы, ИП или договоров с сервисами? Буду подавать на воссоединение семьи как муж гражданки Евросоюза. Вместе с женой сразу на ВНЖ. Кроме гражданства Российской Федерации у меня есть еще гражданство Молдовы, которое планирую использовать при подаче на ВНЖ Испании, так как для молдавских граждан в Европе безвизовый режим и не нужно будет делать лишнюю визу. Если я правильно понял, по тому, что предварительно узнавал, мне нужно будет подтвердить доход или показать деньги на счету. Проясните, пожалуйста, какие условия для получения ВНЖ в нашем случае. Спасибо. Воссоединение супруга, я понимаю, да? Ну да, да. Вот, ну а супруга у нее гражданка Евросоюза. И придется доказать доходы или имущество около сейчас в данный момент один член около 100, значит, 1500 евро дополнительный доход. И он спрашивал насчет банковский счет. Да, он говорит, достаточно ли будет предоставить иммиграционной службе банковскую выписку Где? В Испании или... с указанными в ней приходящими средствами? Или нужны еще какие-то дополнительные средства? Ну, в принципе, банковский, там есть оборот и видно доходы, это достаточно, если да? Ну так. И вообще, вот такие вот вопросы лучше либо напрямую обращаться вот к Марьяну, с ним связываться, потому что я сейчас читаю, у Марьяна возникают еще какие-то встречные вопросы, и ответов нет. Вы смотрите по ссылке в описании и уже лично с ним поговорите. Либо здесь пишите тогда вообще все полотно о вас. И кроме дохода, они должны показать, что они имеют жилье, чтобы
два человека жили в этой доме, потому что если супруга, ну, Европейский Союз, человек, который живет уже тут, имеет маленькую квартиру, но недостаточно, они будут проверять. Ну, это вот эти вот нюансы уже вы узнаете, вот поговорите с Марьяной уже лично, я так считаю. Diamond Black. Здравствуйте, уважаемый Алекс, меня зовут Альберт. Я из Москвы. Скажите, пожалуйста, можно ли получить ВНЖ без права на работу, если только показать деньги на счете? Происхождение денег будет легальным, продажа недвижимости. То есть, если я куплю квартиру в Аликанте и положу 100 тысяч евро на счет, этого будет достаточно? Или мне все-таки надо будет показывать еще и доход? Спасибо. 100 тысяч достаточно, потому что это много денег, не надо будет доход. Ну, конечно. Если это меньше, если это 40 тысяч, тогда придется показать доход, если вы подаете в консульство в Киеве, Питере и в Москве в данный момент, 2020 года. Но консульства меняют правила каждый год. Поэтому надо спрашивать адвокат, надо узнать в консульство, и тоже всегда есть шанс подать на апелляцию, если есть отказ, потому что часто бывает, что они очень строго ведет себя там в консульство, и это не совпадает с иммиграционный закон, и, ну, да, 100 тысяч достаточно, не должен ничего больше, достаточно. Не сколько времени, не просто поставить одну неделю, и чтобы там лежало только видно одну неделю. Да, Там должно быть минимум движение. полгода или несколько времени, справка от банка, чтобы он доказал, что это деньги никто-нибудь ему одолжил. Ну, понятно, да, на один день, и потом сняли сразу же. Евгений Соганов. Здравствуйте, хотел бы узнать у вас. 4 года назад осудили меня по 319 статье УК РСФСР Российской Федерации. Это оскорбление при исполнении. Присудили штраф 12 тысяч рублей. Скажите, когда я смогу подать документы на ПМЖ? Ну, такая дурацкая, в общем, статья, просто, оскорбил там полицейского, например, ему сразу вот впаяли целую статью, и теперь он по статье. Да, ну, здесь написано в суде, пока не погасится и чистая справку перед испанской иммиграционной службой, он не сможет переехать в Испанию. Надо отменить это, да. Ну так, надо дождаться. Ну, ВНЖ вы, надо наверное, ждать. В Испании надо ждать несколько лет, чтобы... Вот я не знаю, в России сколько времени. Из-за глупости. Вот, ну нет, несколько лет, да, она пока это закончится действие, как бы погасится эта судимость. Да. Хотя она действительно такая дурацкая. Добрый день, подскажите, пожалуйста, Людмила Бида задает. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть реальность в данное время работать на сезонных работах в Испании, гражданка Украины? В данный момент, во время коронавируса, это не очень реально, потому что тут нет туристов пока. После Пасха тут все закрыто, и сейчас нет сезона, никакой сезон. А может, она имеет в виду там апельсины собирать сезонные? Это возможно, если она имеет, да, это возможно. Есть специальные визы для этого. Да. Есть специальная виза для этого, да. Cuéntanos, entonces, 70 метров. Общая площадь, total 70 метров. Total 70 metros. Dormitorio. Un dormitorio. Одна спальня. Un aseo, un cuarto de baño. Один туалет с ванной. Un salón de unos 16-20 metros cuadrados. Салон. Сейчас, гостиную мы сейчас посмотрим. Там такие виды. Ну вот все, что вы видите, это вот эти все виды. И это только 15-й, получается 23-й этаж. Dos terrazas. 2 террасы. Вот это и еще одна терраса. И ahí еще одна терраса. La cocina. Кухня и... A nivel de equipamiento comunitario tenemos las 3 piscinas, que ahora las veremos. 3 бассейна. Зачем 3 бассейна? ¿Para qué 3? Bueno. Pequeño para niños, для детей, поглубже и так далее. Gimnasio. Значит, тренировочный зал, бассейн, парковка. Кстати говоря, в этой цена какая? Цена 194 тысячи. В эту цену входит парковочное место. Но он говорит, если не хотите, можете не брать без парковки, хотя я вам советую, если будете брать, эта зона, летом нужна парковка. Без парковки тогда 15 тысяч минус. Кроме 15 тысяч. 15 menos, ¿no? 15 menos. Varias pistas polideportivas, entre las que podemos contar con 2 pistas de pádel,
una de tenis y una polideportiva de baloncesto. Значит, для волейбола там площадка, для паделя, это вот испанская такая вот фигня с такой маленькой ракеткой. И одна площадка для тенниса, обычного тенниса большого. Jardín para niños, Ну, зеленая зона, вот этот садик, и все вот это вот. И Benidorm. и Benidorm для вас, и вид на Benidorm. На самом деле, если вам нравится, вот это вот вообще такой вид, но это он, конечно, завораживает, да, если мне очень нравится. Ну, такой модерновый стиль, хай-тек, как бывает, хай-тек. Vámonos. ¿Vamos? Так, это значит зал. Ну, такой хороший зал, con mueble. Sí. Да, Sí, с мебелью. Он продает все, что видите, с мебелью. В общем, такие модерновые все. В зале, ну что, здесь вот, конечно, эти стекла тут такие двойные. Добрые. Ну, везде, конечно, мне кажется, даже из туалета будет вид вот такой, потому что здесь вся квартира выходит на эту зону, на эту часть. То есть вот здесь больше это видно и часть на вот это Сьерра Лада. Я первый раз слышу, как она называется, оказывается, Сьерра Лада. Замороженная гора. Что тут дальше? Дверь, я смотрю, такая супер с железными с этими. Кухня. Пошли на кухню. Кухонька небольшая, но, скажем, это не принимать еду, здесь только готовить. Completamente amueblada. Это все вместе, то есть он продает, естественно, все это электрическое, это. Placa, horno, lavaplatos. Это мыть посуду автоматически, это холодильник, это все он оставляет. Чтобы я не забыл, 70 евро в месяц приблизительно платится вот за обслуживание вот этого вот консьерж, там подстрижка газона эти, содержание бассейна. Alrededor de 70 euros al mes se paga de comunidad y 500 euros. Que se paga trimestralmente. Bueno, Eso es. Al mes 70. Sí, la repercusión viene así. Каждый месяц 70 вот за обслуживание, это недорого, да, вот для такого огромного здания, для такого, в общем, модернового все это обслуживание, это немного. И, что я еще хотел сказать, 500 евро на налог. Налог это раз в году 500 евро. 500 euros es impuestos. Impuestos. Al año. Аляня, все это люди, что. Нагреватель здесь, вот, ну, такой как хозблок, даже из хозблока, посмотрите, такие виды здесь. Да? Тут от видов никуда не денешься. Здесь что есть, то есть. Значит, две террасы. Pistas de qué? Да, Desde la habitación se pueden ver también. Ну понятно, что когда человек приходит, там он вам позвонит, и вы ему скажете, да, принесли пиццу, заносите. Момент, туалет с ванной, здесь уже получается ванная полностью. То есть, как правило, в Испании это только душевая, а здесь вот она большая, тут вы ляжете. Ну, я умещусь так, но сложно будет. Так, дальше. И спальня, основная спальня, вот такая вот с большими шкафами, вот это вот удобно, видите, встроенные шкафы, это, конечно, удобно. Хорошо. И вот с этой спальной кровати это вид будет как раз вот на эту замороженную гору. Vale. Видите, как и персиана автоматика, ну? Это вот автоматическая персиана, вот это, я не знаю, как по-русски, персиана вообще по-испански, привыкайте. Закрывается, потому что здесь квартира, я так подозреваю, она очень будет жаркая, очень много будет, вот это, наверное, минус. Да, будет много света, от которого вот как раз это вот закрывается. Ну и, в принципе, кондиционеры включили, они вот такие централизованные кондиционеры, так что будет нормально.
Вот. А так, в общем, я сейчас в присутствии хозяина, не знаю, как вы, не знаю. В общем, смотрите на гору. И крест, кстати, вот здесь видно прям с этого, с кровати. Я цену сказал? 194 тысячи. El colchón es bueno y el somier igual. Ага, ага. El colchón es bueno, es de látex. Ага. Ну, испанцы любят это всем деталям, значит, придавать значение. Вот, не знаю, будете ли вы его использовать, но это очень хороший как бы кольчон. Кольчон, как по-русски? Матрас. Так, и... Las pistas se ven ahí. А, Los de pádel, parque infantil, ¿vale? Las piscinas del gimnasio en la casita y una pista de trekking que sube por ahí por la ladera. Caminar. Bueno, tú es para ti todo de caminar. Sí, pero está dentro de lo que es la urbanización. Ah, La escalera vale. aquella. Y Вот, va ну, вот caminando aquí. por ahí por donde está la barandilla de madera, Sí, sí, sí. ¿vale? ¿Y dónde sale? ¿Luego termina? La verdad es que no lo he seguido nunca. No tengo ni idea. Eso lo dejé también para cuando me jubilara. Тишина. Тишина. Вот он рассказывал, что два эти бассейна, сколько их, там три, это гимнасия, вот это тренировочный зал, я не знаю там что, может быть зайдем посмотрим. И вот эти вот теннисный корт, волейбол и падель. Ну пошли вниз. Хосе Рамон сказал, что в марте, вот про туристическую лицензию, в марте они подали на туристическую лицензию, и там получается две туристические лицензии, ну как бы две части, чтобы получить это. Одна дается Бенидормом, они получили, и осталось Комунидад Валенсиана, то есть как бы областное разрешение. И вот с этим вот вирусом все это заморозилось, и вот они ждут. А так, ну, будет она, рано или поздно будет. Это вот сдавать, это один вид даже вы разместите на Airbnb или там где-то, и это, но этот вид просто, все англичане захотят, конечно, здесь жить. Ну, а может быть, вы сами захотите здесь жить. Я говорю, когда вызывали лифт, подходим к лифту, а где, куда нажимать, некуда нажимать. Оказалось, что там где-то рядом стоит пульт, куда на самом пульте ты должен нажать, куда ты летишь, хотел сказать, куда ты едешь. Son ascensores de último modelo, Ага. de alta velocidad, porque son 4 metros por segundo. 4 метра в секунду летит. Y se sobredimensionaron teniendo en cuenta que son 210 apartamentos los que hay aquí. Esto para mí es una torre de Babel. 210? Sí, 210 апартаментов в здании. y de todas las nacionalidades. Hombre, Multicultural. Está muy bien. А и русов también, ¿no? Bastante. Rusos, ingleses, alemanes. И видеонаблюдение, поэтому говорит, никаких воровства, здесь все четко. Ну, понятно. Que es importante. Es muy grande. Vamos para abajo. Vamos. Так, ahora ¿qué vemos? Ahora vamos a ver lo que son las pistas polideportivas y las piscinas, y la zona de piscina. Jugamos? Ya hace calor. Сыграем? Я забыл сказать, здесь не 3 лифта, а 6. Вот, 6. Para transmitir que es un clima... ¿Ellos ya lo conocen o no? Я не sí, знаю, кто yo будет no. смотреть. Ну, то есть хозяин хочет сказать, что обязательно скажи, что это климат, который в течение года не меняется. Он меняется буквально там несколько градусов. Por ejemplo, invierno, мы сейчас в декабре, ну почти в конце ноября. Вот, смотрите, он раздевается человек. Я вообще купаюсь круглый год. Yo soy friolero. Yo siempre que he venido aquí, cualquier mes del año, diciembre, enero, febrero, siempre he visto gente de manga corta. Hombre, aquí 70% ingleses que están con chanclas. Sí. Тут 70% англичан обычно в Бенидорме в шлепках ходят весь год, вообще круглый год. Y es el principal encanto de este lugar, de la plaza. Vamos. Rusia es otra cosa, ¿no? Un poco otra, un poco. Вот этот для тенниса играть, да? Вот эта площадка, я так понимаю, для тенниса. Я не теннисист, я не разбираюсь, но я думаю нормально. Чего еще надо для счастья, для настоящего
индейца. Durante el día no hay que pagar, pero por la noche Ага. meto una ficha, que no sé si hay que comprarla o no, pero por el tema de las luces. А, Porque dicen que el que quiera jugar de noche, que se lo pague él. Это, он говорит, это бесплатно, естественно, это входит, это вы здесь живете, вы можете играть бесплатно. Но если у вас замкнуло ночью, и вы хотите сыграть ночную партию из-за электричества, вот, он говорит, бросайте там монетку какую-то, и сколько-то это стоит, в общем, играете и мешаете спать всем остальным. No se puede llevar un gasto. Зажигается, он говорит, зажигаются, как ты проходишь, он же огромный гараж, вот здесь зажигает, там гаснет, ну, детекторы здесь какие-то, вот опять зажглись. Plaza de garaje, no estoy seguro si es esa, que es donde tengo mi coche, o esta. Una de las dos. Какая-то вот эта, он не помнит номер, но вот из этих вот. Ну, а что, удобно, между прочим, нормально. Вообще, дом, конечно, хороший, потому что здесь вот очень много они места оставили. Бывает, что небольшие дома строят, и там не развернешься. Вот если вот у него этот огромный Мерседес, он бы тыркался-пыркался. А здесь вот столько места свободного, он выезжает прям и пошел на выход. Очень удобно, кстати говоря. Перфекто. Друзья, вот на сегодня все. На вот эти вот вопросы ответил Марьяно. Пожалуйста, задавайте их в комментариях. Смотрите, чтобы они не повторялись, потому что иногда мне нужно прям сортировать, чтобы самому смотреть. На многие вопросы уже Марьяно ответил. Задавайте, если нет этого вопроса, задавайте в комментариях, пишите в комментариях его. Нажимайте на колокольчик. Всем добра, у вас обязательно все получится. Всем пока.